Хочу поехать в Амирсой. Чуял, да, что у меня есть? Воды не осталось. Солнце село. Самаркандский Ош. Буду заезжать в Кибрай. Кибрай – поселок городского типа. Почти доехал. Я хотел покушать, но мне сказали, что еды тут нет. Всем привет, друзья! Очень рад был читать ваши комментарии, очень вдохновляющие. Прям вот каждый день хотел сесть на велосипед и куда-нибудь поехать и снимать. Свое оправдание могу сказать, что я был занят переездом. Некоторые из вас уже в курсе, что я сейчас живу в Ташкенте. Я из Таджикистана переехал в Ташкент. Хотел немножко поменять обстановку, почувствовать новый такой опыт. Интересное место нашел. Вот знаменитый мост Золотые ворота. У нас тут даже Биг Бен есть. То есть сегодня я с трудом собрался снять еще одно видео. Хочу поехать в Амирсой. Очень наслышан и много видел фотографий, разное интересное место. Хочу посмотреть. И как всегда, главная моя цель добраться туда именно на велосипеде. Из снаряжения у меня сегодня велоформа. Маленький рюкзачок нашел, в котором мои осенние вещи, потому что ночью очень холодно. Надо будет приодеться хорошенько. Вот смотрите, тут Пизанская башня даже. Вот это да! Самаркандский Ош. Тут это прям в почете. В очень многих местах можете попробовать, и очень вкусно. Мясо говяжье. Машин очень много, но из-за того, что они используют природный газ, в принципе, дышать несложно. Я пока что Ташкент показываю только по пути, но обязательно про Ташкент будет отдельное видео, потому что город очень интересный, много что можно рассказать, показать. Буду заезжать в Кибрай. Всем, кто отсюда, большой привет. Кибрай – поселок городского типа. Основное заселение произошло в начале 18 века, когда несколько семей из старого Ташкента начали осваивать плодотворные земли с последующим постоянным поселением. В 30-е годы 20-го столетия земли старых землевладельцев были перераспределены среди населения. В 1959 году, после основания Института ядерной физики и поселка Улугбек, была построена дорога и новый мост в новый поселок. Интересный факт. По наименованию этого поселка назван один из лучших сортов укропа. Кибрай, обладающий сильным ароматом. Тут такие интересные места есть. Я хотел покушать, но мне сказали, что еды тут нет. Тут есть вот это гуджа называется. Пшеница, кукуруза. Вкусно, тонизирующий такой напиток. По дороге много таких мест, они прям друг за другом идут. Город Черчик. Черчик в переводе «шумящая» или «шумная». История города Черчик начинается с 28 апреля 1932 года, когда Совет труда и обороны СССР своим постановлением начал строительство электрохимкомбината и Черчик-Боссуйского каскада ГЭС. Представляете, чай в термосе, чтобы не остывал. Я люблю, чтобы чай всегда был горячий.
прям сервис для меня. Это монумент города Черчик в честь павших солдат во Второй Великой Отечественной войны. Сделали такой монумент, что солдаты в свое время не погибли, а превратились в белых журавлей. Газалкент, Чорбох, Чиньон. Я еду в Газалкент, да, через Газалкент, и вот почти доехал. Толуксой. Я кушал еду, толуксай называют. Я не знаю, это одно и то же или разное, но забавно, что город называется почти как блюдо. Всем из Толуксой привет. Салам алейкум. Ух ты. Вот. Еще раз хочу выразить огромную благодарность за ваши комментарии, вдохновляющие советы. Поэтому будет очень классно, если прямо сейчас напишите мне комментарий. Будет очень интересно прочитать. Можно на узбекском. Узбекчан тшунама. Немного, конечно, акцент у меня другой, поэтому заранее извиняюсь. Исправляйте, буду рад изучать местный, вот именно тот узбекский, который считается правильным, да? Обратите внимание, знаки увеличены в размере. Тут вода накапливается, и он оттуда стекает. О, каньоны! Покормить не кушают. Сытые, значит. Там Чимган получается. Как-нибудь Чимган тоже поедем. Стой. 7 километров я еду на подъем. Ветровка компактная была. Я ее сразу накинул, потому что ветер пробивает. Не хочу заболеть, естественно. Фух. Мне кажется, вот до самого уже места будет подъем. Километра 20. Головосой. Головосой. Я наверняка неправильно прочитал. Поэтому исправьте меня в комментариях, пожалуйста. Конечно, я человек, я буду часто ошибаться. Но с вашей помощью, я думаю, все получится. По жесткому все. А Мерсо легко не дается. Воды не осталось. Солнце село. Я думал, по дороге будут всякие маленькие киоски. Olmazor tomonda. Hozir qayerga ketyapsan endi? Shu Amirsoy shu tomonda? Shu tomon Amirsoyga ketsang, o'zi yaxshi bo'ladi. Sog'ib ichsang hozir shunday kasal bo'lasan. Ha, lekin. Sen bo'ldi sportsmenligini qanday bilmaysan? Sen o'zingga sotib bos qilib bo'lyapsan. Suv bormi? Ama shu butilkamga choy yarim suvdan solib berasiz-da. Mayli. Tojikmiti? Ha, Tojikiston. Ha, Tojikiston bitta. Ha, Dushanbe. Ya Tojikistondan. Tevatin. Termizda. Rahmat. Rahmat. Sakordan o'tdi. Oldik kim bo'ldi? Choy. Trenirovkaga branxdagi tegmanda. Trenirovka bilan gazirovkada ishlayman. Setini gazirovka bilan vaqt sayyoz. Branxdagi tegman, branxdan akon o'zi salom guzish anakunda ma'zo. Rahmat. Rahmat. Tamam, faxrlandim.
Фахри. Фахри. Молодец. Шмо, ай, куда? А Бухару? Знаешь? Hayır, Ray Safari. Ray. Учуял, да, что у меня есть? Оказывается, он кушать хотел. А я думал, он хочет играть. Вот. Первый знак. Пять километров до Мерсай. Я иду пешком. Нет, у меня проколов нет. Но этот подъем не собирается заканчиваться. Поэтому, чтобы колени свои не испортить и немножко сохранить силы, все-таки завтра надо обратно ехать. Я решил прогуляться. У меня нет сил радоваться. Ресторанчик. Меня зовут Акмалия, менеджер данного ресторана. Мы всегда рады видеть гостей из Ташкента, с других районов, стран, городов. Мы всех принимаем как родных. Мы акцентируемся на кухне, это в основном рыба, у нас самая вкусная, я не побоюсь этого слова. Да, вот. Сейчас 10 ночи, да, вы работаете? С 9 до 10 мы принимаем всех гостей, да. И даже после 10 не можем отказать, если честно. Отлично. Вот так вот. Все, спасибо. Не за что, приходите, всегда рада вас видеть. Завтра покажу вам Мерсай. В общем, я очень рад, что затеял это все. Всем привет. Вот это место, где я переночевал. Сейчас уже 9 утра, солнышко светит. Вот мой конь. Видите, там даже вертолетная площадка есть. Этот подъемник вниз идет, то есть не обязательно вот вчера столько я мучился, да, на подъеме. Там можно вот там внизу перекантоваться на подъемнике сюда, а дальше вон там есть следующая канатка, которая уже до самого верха поднимает. Всем привет, меня зовут Сакен Гагаров, и я приглашенный райдер из Казахстана. Решили в этот раз протестировать трассы на курорте Амирсой. В этот раз у нас трасса H протяженностью 3 километра. Она подходит как для любителей, так и для профессионалов. Приезжайте, катайтесь, получайте удовольствие. До скорых встреч! Хаммаге, ассалам алейкум. Меня зовут Диана. Когда вы приезжаете в Амирсой, у вас есть возможность бесплатно припарковаться у первой канатной дороги. Парковка достаточно большая, вмещает 1500 машин.
Амирсой резорт находится в очень красивом месте, на большой территории 900 гектаров и всего в часе езды от Ташкента. Курорт всесезонный, вы сможете здесь отдохнуть как летом, так и зимой, найти для себя любой вид отдыха, спокойный, семейный и даже экстремальный. Летом вы здесь сможете покататься на роликах в самом высокогорном роллердроме в Узбекистане. Также вы можете испытать силы на веревочном городке. Здесь есть 4 уровня сложности, как для взрослых, так и для детей. Для любителей экстрима есть услуга аренды квадроциклов по различным маршрутам. В том числе можно доехать до самой вершины курорта. Тут есть скалолазание на природном рельефе с опытными инструкторами. Также в сердце самого курорта расположился подогреваемый высокогорный бассейн с панорамными видами гор. Зимой вы можете кататься на сноуборде, лыжах, снегоходах, ватрушке. Тут есть даже лыжная академия, если вы хотите научиться. Также можно арендовать экипировку или снаряжение и даже починить оборудование в мастерской. Надеюсь, мне удалось вас заинтересовать, и вы тоже очаровались этим местом. Пока! Меня тут приютили, угостили, все рассказали, показали. К сожалению, у меня время было ограничено, поэтому я собрался и теперь еду обратно в Ташкент. Черчик. Вот я в Ташкенте. Я практически дома. Я живу в районе Алмазора. На этом красивом месте хочу завершить это видео. О, свет включили. Спасибо за внимание. Очень буду рад, если оставите комментарии, если понравилось видео. Всем удачи!